Привет, армия! Многие из вас очень просили сделать видео про армию Азербайджана. Как же я могу обойти стороной вашу просьбу? Давайте разберемся, в чем ее сила. Начало было положено в 1918 году, во времена революционных переворотов в России. Именно тогда была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. И, конечно, молодой стране потребовалась своя армия. Особым постановлением Закавказского комиссариата было принято решение о формировании мусульманского корпуса, который комплектовался на добровольных началах. После становления Советского Союза из него была сформирована Азербайджанская Красная Армия. В ходе Великой Отечественной войны она продемонстрировала небывалую отвагу. Практически каждый житель призывного возраста считал своим долгом защищать свою землю от захватчиков. Помимо этого был сформирован женский батальон, некоторые из которых вошли в летопись героев войны. Воины азербайджанской армии отличались отличной физической подготовкой, посему их вклад в боевые заслуги общий на тот момент страны был неоценим. 300 тысяч солдат Азербайджанской ССР погибли на полях сражений. После обретения независимости Верховный Совет Азербайджана 9 октября 1991 года принял закон о вооруженных силах, согласно которому в течение 3 месяцев должна быть сформирована национальная армия. Становление вооруженных сил началось в годы Карабахского конфликта на основе объединения местных городских ополчений отрядов самообороны. Современная азербайджанская армия была создана к концу 1993 года. Структура национальной армии Азербайджана состоит из 3 частей. Сухопутные войска, военно-воздушные силы, включая войска противовоздушной обороны Азербайджана, военно-морские силы. В состав сухопутных войск численностью примерно 57 тысяч человек входят 25 мотострелковых бригад, вооруженных в основном стрелковым оружием, АК-74М и их модернизированной азербайджанской версии Хазри, приспособленной под установку различных девайсов. В качестве оружия поддержки в основном используются пулеметы советского производства ПК и РПК, а также крупнокалиберный НСВ «Утес». Ходят слухи, что даже встречается старый добрый дедушка ДШК. Есть и некоторое количество израильских пулеметов Негев. Снайперские винтовки, как вы уже догадались, в основном СВД. Но есть и пару сотен ремингтонов 700-х. Помимо этого, некоторое количество винтовок других стран, типа турецкой КНТ-308 и финской САКО ТРГ. Особенно хочется отметить неплохие собственные разработки. В виде винтовок Ялузак под натовский патрон 7,62 на 51 мм со скользящим затвором и крупнокалиберные винтовки IST из Тагил под патрон 14,5 мм. Недавно на вооружение поступили российские ОСВ-96, гранатометы автоматические станковые АГС-17 и АГС-30, а также любимый ручной, почти домашний РПГ-7. Имеется некоторое количество минометов и мортир различного производства, в основном ПМ-38, калибра 120 мм. Машины поддержки пехоты укомплектованы в основном бронетранспортерами БТР-70 и 80, также юркими МТЛБ и БРДМ-2, общей численностью порядка 1000 единиц, боевые машины пехоты в подавляющем большинстве БМП-2 250 единиц и БМП-3 120 единиц соответственно. Машин других версий довольно мало и насчитывается не более сотни вместе взятых. Бронеавтомобили — это новенькие Аскан собственного производства, поступившие в 2016 году, и другие, типа Хамви, Айлшторм, турецкий Атакар Кобра, а также тяжеловесы Мародер и Матадор. Танковая бригада одна единственная, но зато знатно укомплектована. Большая часть представлена танками Т-72 «Аслан», вариант модернизации. Разработан израильской компанией Elbit Systems. На танке установлена компьютеризированная СУО, навигационная система на базе GPS, система определения свой-чужой, тепловизоры командира и наводчика и навесная ДЗ. Количество единиц боевой техники предположительно 757. Есть и другие модификации
Т-72Б и Т-72М1. Ударный кулак – флагманские танки Т-90С. В 2011 году между Министерством обороны Азербайджана и компанией Рособоронэкспорт был подписан договор о закупке танков Т-90С. Поставки были начаты весной 2013 года. Заказано 94 единицы с опционом еще на 94. Ну и ветераны танкопрома Т-55. Их немного, всего 95 штук. В рамках госпрограммы по развитию оборонной промышленности совместно с израильской компанией планируется производство на базе изъятых из арсенала танков Т-54 и Т-55 гусеничной боевой техники, самодвижущихся мостов, броневой, военно-грузовой и инженерной техники. Скорее всего, танки будут переделаны в бронетранспортеры типа Ахзарит. Переходим к артиллерии. Естественно, самой распространенной из них является Д-30 калибра 122 мм. 129 штук. Надежная и непривередливая артиллерия. До сих пор может на достойном уровне проявлять себя даже на фоне современных артиллерийских установок. Самый большой минус – это мобильность. Зато недорогая и проверенная. Помимо нее из советской линейки представлены в количестве не более 30 штук гаубицы Д-46, Д-20 и Гиацинт-Б калибра 152 мм. Мобильные артиллерийские установки включают 2С-1 «Гвоздика», 2С-7 «Пион», 2С-3 «Акация», 2С-9 «Нона-С», значительная часть из которых была приобретена на или в Украине. Умные люди, пишите свое мнение в комментариях. Из более современного 35 установок 2С-19 МСТА-С, которая, по моему мнению, до сих пор является одной из лучших артиллерий в мире. С Россией был заключен контракт на поставки в 2013 году, а также артиллерия на базе машин поддержки танков. 2С-31 «Вена». В том же 2013 году было закуплено 18 машин данного типа. Есть несколько экземпляров чешской Дана и израильский Солтан Атмос, противотанковые пушки Д-44 и МТ-12, некоторое количество ПТРК, от устаревших до современных, советские Малютка, Фагот, Метис, Конкурс, белорусско-украинский Скиф, около 100 единиц 9 М133 Корнет. Некоторые поставлены из России в период с 2009 по 2010 годы, и мобильная Хризантема С в количестве 24 единицы. Реактивные системы залпового огня также представлены в очень широком диапазоне. Это и град, и смерч, и ураган, и прочие неприятные погодные явления. В общей массе около 100 машин, которые, не приведи Всевышний, будут стрелять одновременно. 6 единиц БМ-1 на шасси Т-90 поставлены из России в 2013 году. Еще 6 единиц поставлены в 2014 году. Всего поставлено 24 системы ТОС-1А «Солнцепек». Стоит отметить также белорусский Полонез и чешский РМ-70, новые израильские Lynx Extra и LR-160 и довольно много различных турецких комплексов. В первую очередь это, конечно, Т-300 Куасиква. Это название они получили в ВС Турции, которые приобретены на основе контракта в 2010 году за 244 миллиона долларов США у Турции, оснащенные модернизированными системами. Т-300 предназначены для уничтожения целей противника на расстоянии 100-180 километров. Их 21 единица. Менее современные установки Т-122 куплены у Турции в 2011 году. У сухопутных войск Азербайджана также есть и тактическое оружие .У. Целых 4 установки по поражению малоразмерных удаленных целей. Войска ПВО – довольно оснащенный род войск. На их вооружении довольно много старых комплексов ЗСУ «Шилка», ЗРК «Оса» и «Стрела-10», ПЗРК «Стрела-2» и «3», «Игла-1», «Игла-С». Но основной костяк – это, конечно, 2 дивизиона установок С-300.
Впервые С-300 ПВО Азербайджана было показано на военном параде 26 июня 2011 года в Баку. Также хочу отметить Тор-М2Э, который специализируется на поражении низколетящих целей. В начале декабря 2014 года на борту Ил-76 прибыло 10 единиц Тор-М2Э и другая техника для их обслуживания, ну и израильский Барак-8. Контракт между Израилем и Азербайджаном по ним был подписан в 2011 году. Также было закуплено 75 ракет к системе Барак-8, а также Спайдер, который поступил в 2012 на вооружение. Всего на закупку техники ушло 1,6 миллиарда долларов. Таки выгодная сделка. Беспилотники Аэронавтик Аэростар из Израиля 3 единицы. Арбитр 2М собственного производства. По данным, их уже более 40 штук. Из более тяжелого Elbit Hermes 450 и 900 серий, по 15 штук в каждой. Именно через беспилотники мы плавно перетекаем к войскам ВВС. 14 истребителей-перехватчиков МиГ-29 закуплены и модернизированы на Украине в 2006-2007 годах. 2 МиГ-29УБ поставлены с Украины в 2009 и 2011 годах. На текущий момент их 18 штук. В 1998 году 8 МиГ-25 было закуплено у Казахстана, в 2014 году планировалась модернизация и возврат в состав ВВС. Всего 20 единиц находятся сейчас на хранении. Штурмовики базируются на авиабазе Кюрдамир. Из Грузии в 2002 году поставлено 6 Су-25Т, еще 6 единиц Су-25 и 1 единица Су-25УБ были переданы в 2005 году. В 2009-2012 годах в Белоруссии было приобретено 6 Су-25. Учебные самолеты Аэрмаки М346, Аэро Л-29, Аэро Л-39, всего 55 экземпляров. Ударные многоцелевые вертолеты Ми-24, 26 винтокрылых машин и довольно интересные Ми-24G. Ми-24G – это модификация Ми-24К, произведенная южноафриканской фирмой АТЕ и украинскими государственными предприятиями Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» и Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» для ВВС Азербайджана в 2010-2011 годах. По номенклатуре производителей именуется Ми-24 Super Hind, транспортники Ми-8 и Ми-17 более 30, транспортные самолеты 1 Ан-12 и 3 Як-40. К ним прилагается воздушно-десантная бригада. Военно-морские силы не имеют серьезной ударной силы. Самые мощные их корабли — это сторожевые 4 корабля проектов 205П и 159А, одна сверхмалая подводная лодка проекта 908, 2 ракетных катера. Остальные боевые суда в виде катеров не представляют интереса. Для проведения десантных операций используются минные тральщики и десантные корабли. Вспомогательные корабли — это 2 танкера, корабли управления, буксиры, сборщики и малые гидрографические суда. Помимо вооруженных сил, есть несколько правительственных военизированных учреждений, которые могут быть вовлечены в государственную оборону, когда это необходимо. Внутренние войска Азербайджана, Государственная пограничная служба Азербайджана, включая береговую охрану, Национальная гвардия Азербайджана, резервный компонент национальной армии, действует как полунезависимый орган Министерства обороны. Отдельно упомяну про спецвойска. В отличие от основных войск, они используют автоматы ТАР-21, выполненных по системе Bullpup. Они гораздо дороже общевойсковых АК-74М, но зато имеют преимущество в плане компактности, что позволяет им вести боевые действия в закрытых помещениях. В целом, армия Азербайджана на сегодняшний день является одной из сильнейших в регионе, так как наряду с довольно современной техникой имеет внушительную физическую подготовку, что в сравнении с все той же армией США дает им преимущество в сражениях в сложных боевых условиях. Ну и свойственная уверенность и злость.
Особенно, когда речь идет о защите своих земель от посягательств. Вот такая суровая и оскаленная армия Азербайджана. Стоит с ней считаться. Спасибо, что досмотрели до конца. Всего доброго, армия. Асса!